В этом уроке мы создадим вот такую прикольную композицию, используя элементы из расширения Artifx Generator. И первым делом давайте соберем вот эту первую сцену. Для этого создадим новую композицию и назовем ее Сцена 1. Фреймрейт выставляем 25 кадров в секунду, длительность пока оставим 10 секунд. Нажимаем ОК. Сначала создадим фон. Для этого создаем новый сплошной слой и добавляем на него эффект Gradient Ramp. Форму градиента сменим с линейной на радиальную и давайте настроим вот эти точки. Теперь, когда мы настроили точки градиента, давайте настроим и его цвета. Теперь давайте добавим сюда частиц, которые будут как бы собираться внутрь, в центр, и тем самым будут сформировать такой круг энергетический какой-то. Для этого перейдем к расширению и воспользуемся поиском. Так как нам нужны частицы, мы вводим Sparks, и они при этом должны собираться в центр, как бы заряжая что-то. И, соответственно, введем Sparks Charge. И давайте добавим сюда вот этот элемент. И давайте сдвинем его примерно на кадр вперед. И добавим сюда еще немного частиц. Для этого выберем вот этот соседний с ним элемент Sparks 0.80. И давайте подвинем его вот сюда же примерно. Посмотрим, что получилось. Давайте сделаем, чтобы вот этот первый элемент появлялся чуть позже. Сдвинем его еще на 2 кадра вперед. Посмотрим теперь. Вот так выглядит получше. И теперь нам нужно сделать, чтобы не было видно, что они как бы располагаются как будто друг над другом, а чтобы они сливались в одно целое. Для этого давайте выделим оба слоя и выберем режим наложения Add. Посмотрим теперь. Теперь нам нужно сделать, чтобы из этих частичек формировался круг. Но сам круг мы с нуля шейпами создавать не будем, а воспользуемся опять же готовым элементом. Найдем мы его в разделе Energy и добавим еще слово Charge. Найдем нужный элемент. Вот этот подходит. Давайте поместим его сюда. Давайте посмотрим его отдельно. И из всего вот этого нам нужен только сам светящийся круг. Вот эти расходящиеся кольца и разряды нам не нужны. Давайте откроем композицию с этим элементом и оставим только то, что нам нужно. То есть вот этот круг. А все остальное давайте отключим. Как мы видим, этот круг еще и так дрожит. Как раз то, что нам нужно, чтобы показать, что он как бы заряжается. Осталось только заменить цвет. Для этого выберем слой Control и Color 1 заменим на более подходящий для нашей композиции. Думаю, какой-нибудь вот такой. Теперь давайте включим видимость остальных слоев. И у этого элемента тоже поменяем режим наложения, но будет уже не Add, а Screen. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нужно сделать теперь его плавное появление. И немного изменить цвет. Сделать его каким-то более красным, что ли. И сделаем появление этого слоя по скейлу. Начнется, допустим, эта анимация вот отсюда, с 11 кадра. Давайте откроем Scale и поставим ключевой кадр. И здесь, допустим, Scale будет 0. А на первой секунде Scale уже будет
120%, например. Или может быть даже 130. Давайте еще немного увеличим. Выделяем ключевые кадры и нажимаем F9. Теперь настроим графики. Настроим мы график примерно вот таким образом. Смотрим результат. И как мы видим, все еще чего-то не хватает. Давайте добавим еще один элемент. Найдем мы его тут же в разделе Energy. И это будет вот этот элемент. Давайте вставим его в композицию. И отредактируем тоже. Здесь нам не понадобится вот этот круг. И поэтому давайте его отключим. Для этого включим спрятанные слои. И давайте отключим видимость этого круга просто. Посмотрим теперь. И давайте еще немного отредактируем эту композицию. Немного рассинхронизируем появление вот этих вот линий. Давайте эту, например, сдвинем на 1 кадр, а эту на 2. И, допустим, начинает появляться вот эта анимация где-то кадре на 17. А эту мы немного сдвинем вот сюда. Допустим, кадр с 10 или даже с 9 пусть появляется. А это будет появляться вот, допустим, с 16. Также у этого слоя сменим режим наложения на Add, чтобы как бы все сливалось в этот один круг, который появляется. И он как бы увеличивается, дрожит, и должен произойти взрыв. Мы как бы подводим всем вот этим кульминации какой-то. Сам вот этот взрыв будет на первой секунде. И он настолько резкий, что мы просто сразу закроем вот эту композицию белым солидом. Для этого давайте просто продублируем вот этот слой и добавим на него эффект Fill. И удалим Gradient Ramp. Цвет сменим на белый. Давайте обрежем его вот так, чтобы он начинался отсюда. Продлится, допустим, 3 кадра. И обрежем его на вот этом моменте. Вот этот слой с вот такими закручивающимися линиями давайте тоже обрежем на первой секунде. Точнее, не обрежем, а разделим на 2 слоя на вот этом моменте. Для этого выделим слой, нажмем Ctrl-Shift-D. И остальная часть вот этого слоя будет воспроизводиться уже после белого экрана. И после вот этого белого экрана уже должен отключиться и вот этот слой, и вот этот слой. Поэтому давайте их выделим и обрежем на вот этом моменте. Далее мы будем в качестве фона использовать фон тоже из расширения. Для этого переходим в раздел Backgrounds и выберем нужный нам фон. Например, вот этот. Вставим его сюда. Но цвет не очень подходит для нашей композиции, поэтому мы его заменим. А чтобы заменить цвет, мы не полезем в его настройки, а поступим немного другим способом. Мы продублируем сплошной слой. Давайте растянем его на всю эту композицию. Поменяем у него цвет. Сделаем какой-нибудь вот такой. И теперь давайте выберем слой с фоном. Отключим у него Collapse Transformations, чтобы можно было выбрать режим наложения. И выберем режим наложения Overlay. И, как мы видим, фон целиком перекрасился. Вот этот элемент давайте перетащим повыше. Давайте просмотрим еще раз. И, как мы видим, здесь все-таки еще не хватает свечения. Оно, конечно, есть, но его недостаточно. Нужно сделать это свечение еще более ярким. Для этого снова перейдем во вкладку Elements. И давайте выберем категорию Flash. И добавим сюда вот такую композицию.
Давайте просмотрим эту композицию. Как мы видим, вот эти подергивания слишком резкие в нашем случае. И тут мы тоже поступим просто. Отредактируем stretch. Сделаем его 150. Тем самым мы немного замедлим воспроизведение этой композиции. Вот так уже получше. Теперь давайте настроим ее длительность. Начинаться она будет, допустим, вот с этого момента. И продлиться до сюда. Располагаться будет под нашим кругом. Давайте включим видимость остальных слоев. Располагаться будет под вот этим кругом. И сменим режим наложения тоже на Add. И появление заанимируем также по скейлу. То есть здесь ставим scale 0 в начале. И в конце scale будет уже, допустим, 120%. Также давайте отредактируем ключевые кадры. Нажмем F9. И снова настроим график. Как-нибудь вот так. И теперь перейдем ко второй части, которая идет после вот этого белого солида. В этой части мы видим, заканчивается воспроизведение вот этого элемента. И нужно добавить сюда мяч. Мы его добавляем сюда уже готовым футажом. Давайте расположим где-нибудь вот здесь. Его начало будет здесь. И если в случае с вот этим вот цветом мы как бы замедляли эту композицию, то композицию с мячом давайте чуть-чуть ускорим. Опять же, настроим параметр stretch, сделаем его 90%. Так композиция будет воспроизводиться немного быстрее. Точнее, не композиция, а вот эта заготовка, футаж. Давайте теперь настроим масштаб этого мяча. И давайте расположим его посередине. Но, конечно же, в таком виде мы его появление не оставим, оно слишком какое-то скучное и тусклое. После вот такого взрыва не должно быть вот такого простого появления. Во-первых, под него нужно подложить светящийся круг. Для этой цели давайте создадим новый шейповый слой. Добавим туда эллипс и заливку. Заливку мы сразу же сделаем белый. И увеличим масштаб этого круга. Вот примерно так. И теперь давайте на него накинем эффект Glow. Добавим свечение. Теперь Glow давайте мы настроим. И теперь продублируем этот эффект. И у него свечение еще увеличим. Сделаем примерно 190. Здесь еще можем немного поднять это значение. И, конечно же, у этого слоя тоже сделаем режим наложения Add, чтобы он был еще ярче. Теперь давайте расположим его под слоем с мячом. И, конечно же, обрежем. Пока оставим в таком виде. Разве что, может быть, немного уменьшим этот слой. И теперь нам нужно как бы подчеркнуть вот этот взрыв еще одним энергетическим взрывом. Для этого снова давайте перейдем в наше расширение и откроем вкладку Energy. И добавим сюда вот такие лучи. Давайте посмотрим, как это выглядит. Давайте теперь это расположим посередине. Посмотрим, как выглядит.
В нашем случае эта анимация довольно медленно воспроизводится, поэтому давайте ее ускорим. Stretch уменьшим примерно до 50%. Давайте посмотрим теперь. Теперь слишком быстро, давайте сделаем 60%. И также увеличим масштаб этой композиции, точнее этого слоя, чтобы не было видно вот этих вот границ. И снова убираем Collapse Transformations, чтобы изменить режим наложения. Меняем его на Add. И как мы видим, снова видны границы теперь из-за того, что мы отключили Collapse Transformations, поэтому это не страшно, мы увеличим еще немного слой просто. Давайте посмотрим, как выглядит. Можно еще немного сдвинуть. Вот сюда. И еще немного увеличить. Давайте снова посмотрим. И давайте сделаем, чтобы вот это свечение пропало после взрыва. Для этого мы просто вот этот наш недавно созданный слой заанимируем по скейлу опять же. Вот в этом моменте скейл будет 239%. А вот здесь, ближе уже ко 2 секунде, примерно на 1 секунде и 17 кадрах, сделаем масштаб 0%. Может даже чуть подальше, вот так. И здесь снова настроим график. Выделим ключевые кадры и нажмем F9. И график настроим уже немного по-другому, вот таким образом. Чтобы самый пик анимации приходился на ее конец. Вот примерно на вот этот момент. Посмотрим, как это выглядит. Можно чуть поближе подвинуть. И немного изменить график еще. Но, как мы видим, этот мячик летит и как-то просто скучно крутится. Надо это исправить. Как мы видим в начале, очень неплохо помогает вот такая тряска. Поэтому давайте ее и добавим на наш мячик. Для этого откроем Position у этого слоя. И для Position напишем выражение. С зажатым альтом кликаем по вот этому таймеру и пишем Wiggle 10,15. 10 это частота, с которой будет меняться Position, а 15 это амплитуда, то есть насколько будет сдвигаться по позишену. Сдвигаться будет на 15 пикселей. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Ну вот так уже повеселее. Давайте ограничим эту анимацию 2 секундами. Ставим на 2 секунду и нажимаем N. Обрежем рабочую область до 2 секунды. Посмотрим композицию теперь. С этой сценой мы закончили, давайте перейдем к созданию следующей. Закроем все эти композиции. И для второй сцены нам понадобится вот это видео. И первым делом, что мы сделаем в этом видео, мы подчеркнем вот это вот движение рукой. Вот этот замах. И давайте найдем нужный элемент снова в расширении. Снова будет Energy Slash. И давайте выберем подходящий. Вот этот как раз подходит для такого движения. Давайте обрежем рабочую область. И давайте правильно расположим вот эту композицию. Во-первых, ее нужно повернуть. Давайте перейдем сюда. Начнется примерно вот отсюда, с 9 кадра. Но он начинается долго, поэтому давайте сократим. Чтобы начиналось примерно вот отсюда. И давайте stretch сделаем 70%. Теперь перейдем на 9 кадр.
Как мы видим, этот эффект расположен не той стороной, поэтому давайте откроем Scale и при помощи Scale развернем в нужную нам сторону. Давайте расположим в нужном месте. Давайте откроем Scale. Немного можно и увеличить. И на 14 кадре, я думаю, уже можно заканчивать с этой анимацией, поэтому давайте ее обрежем. Посмотрим, что получилось. Выглядит, в принципе, неплохо. И давайте сменим режим наложения. Снова поставим Add. Этого одного эффекта будет недостаточно. Давайте подчеркнем это движение еще одним похожим каким-нибудь эффектом. Но на этот раз выберем Sparks Slash. Вот такой. Sparks 0.23. Давайте его выберем. Вот примерно отсюда, пусть он начинается с 8 кадра. И stretch тоже сделаем 70%. Этот элемент более такой круглый, поэтому придется подредактировать его масштаб. Уменьшить по горизонтали и растянуть по вертикали, чтобы он был примерно вот такой же длины. Давайте немного еще растянем. И сменим режим наложения на Add. Давайте посмотрим результат. Смотрим снова. Выглядит неплохо. И теперь нужно завершить это движение еще одним слэшем. У нас мяч летит сюда, и рука идет вниз. Поэтому давайте еще один добавим Energy Slash. Вот такой. Давайте вставим его сюда и расположим в нужном месте. Опять же придется его развернуть по горизонтали. И начнется анимация примерно вот отсюда. И теперь давайте настроим масштаб. Немного растянем его по вертикали и сожмем по горизонтали. И также немного можно повернуть. Давайте еще немного растянем. И еще немного подвинем вот в эту сторону. Смотрим результат теперь. У этого слоя также включим режим наложения Add. И теперь нам нужно выделить мяч. Сделаем его светящимся. Для этого мы нарисуем шейповый круг просто и будем его анимировать. Давайте приступим. Найдем начальное расположение мяча. Для этого отключим пока вот эту композицию, чтобы все было видно. Вот наш мяч. Давайте создадим новый шейповый слой. Добавим сюда эллипс и заливку. Заливку сразу сделаем белый. И давайте расположим мяч вот здесь. И настраивать мы будем его масштаб. Сделаем его вытянутым, так как он будет лететь с большой скоростью. И как бы, чтобы подчеркнуть это движение, мы его растягиваем. Давайте сразу на этот shape добавим эффект Glow. И Glow сделаем какого-нибудь синего цвета. И в параметрах Glow выберем не Original Colors, а A&B Colors. Давайте сделаем здесь такой более яркий синий цвет. И увеличим Glow Radius.
И еще немного увеличим радиус. И увеличим также интенсивность. Появится у нас слой на этом моменте, поэтому мы его сразу обрежем. И анимировать будем Position и Scale. Давайте откроем сразу ключевые кадры и настроим его движение. Чтобы он был вытянут по направлению движения, давайте нажмем правой кнопкой по слою, выберем вкладку Transform и выберем пункт Auto Orient, чтобы он автоматически поворачивался по направлению движения. Выберем пункт Orient Along Path. Сейчас он у нас расположился вот таким образом, ничего страшного, давайте просто откроем Rotation и повернем его на 90 градусов. Вот теперь все располагается нормально. И так далее мы анимируем этот мяч. И теперь анимируем вот таким образом. Как бы этот мяч летит на нас, как бы в экран и увеличивается соответственно. И на 1 секунде и 5 кадре мы снова ставим Solid, просто белый. Для этого давайте его создадим. Сразу создадим белый. И ставим вот сюда. Посмотрим композицию теперь. Мячу в движении не хватает размытия, поэтому давайте для этого слоя включим Motion Blur. Смотрим теперь. На этом кадре Motion Blur уже почти совсем не осталось, поэтому давайте для вот этого кадра продолжим движение, чтобы для предыдущего просчитался Motion Blur. Вот таким образом. И с увеличением масштаба давайте увеличим и свечение. Давайте заанимируем вот эти два параметра, Radius и Intensity. Вот на этом моменте пусть Radius будет уже примерно под 400, а Intensity 2,5 примерно. Смотрим теперь. Вот так выглядит уже получше. Теперь нам нужно подчеркнуть сам вот этот момент удара. Снова переходим в расширение. И давайте добавим сюда Sparks. То есть частички, искры. А конкретно нам нужен Sparks 0.71. Вот такой. Давайте его добавим и поместим примерно вот сюда. Расположим под слоем с мячом. Мы этот слой давайте обрежем, чтобы он начинался вот отсюда, сразу с самого такого динамичного момента. И давайте увеличим его масштаб. Вот примерно так будет достаточно. Можно даже увеличить еще немного, примерно до 200. И изменим режим наложения на скрин. Но одного этого эффекта удара, конечно же, будет недостаточно. Нужно добавить еще парочку, чтобы этот удар выглядел еще сочнее. Давайте добавим сюда что-нибудь из
категории Fire. Давайте выберем вот этот Fire 033 и добавим его в композицию. Давайте посмотрим, как он выглядит. Этот эффект довольно медленный, поэтому давайте ускорим его при помощи Stretch. Примерно сделаем 40%. И снова обрежем начало. Пусть начинается вот с этого момента. Снова располагаем где-нибудь примерно вот в этом месте. И этому слою тоже изменим режим наложения на скрин. И давайте увеличим масштаб. Примерно вот так, до 130. Посмотрим результат. И давайте добавим еще один элемент уже из категории Flash. Вот такой элемент мы добавим. Выбираем его и вставляем. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он тоже довольно медленно воспроизводится, поэтому Stretch у него также сделаем 40%. И сделаем так, чтобы начинался он примерно вот с этого момента. Чтобы изменить его цвет, давайте наложим эффект Tint. И белый цвет сменим на какой-нибудь вот такой синий. Давайте включим видимость остальных слоев. И у этого слоя поставим режим Screen. Разместим его вот здесь с остальными слоями. Давайте поместим его вот примерно в это место. И увеличим его масштаб. Пусть будет примерно 200 с чем-то процентов. Можно даже еще увеличить этот масштаб. Пусть будет 260. Посмотрим теперь момент удара. И теперь давайте добавим еще одну деталь, чтобы дополнить эту композицию, эту сцену. И давайте добавим такой разлетающийся в стороны дым после броска. Примерно давайте перейдем кадр на 17. Можем вот этот слой как-нибудь расположить вот так. Немного еще поменять его масштаб. И на 17 кадре вставим дым. Снова переходим в расширение. И находим категорию Smoke. Давайте пролистаем, чтобы найти нужный. И давайте выберем вот этот элемент. Вот такой дым вставим сюда. И в таком виде мы, конечно же, это не оставим, так как дым должен быть позади вот этого человека, то нам нужно вырезать вот его. И так как дым у нас перекрывает вот этот наш взрыв, то нам нужно еще вот в этом моменте обрисовать взрыв маской, чтобы дым не перетягивал все внимание на себя. И давайте приступим. Тут все просто. Обрисовываем маской сначала вот этого человека. Примерно вот с этого момента начнем. Выбираем Pen Tool. Смотрим, чтобы был выделен нужный слой. И начинаем обрисовывать маской. Отключим видимость этого слоя на время, чтобы видеть, что обрисовывать. И просто берем и рисуем. Тут прям идеально точно не нужно его обводить, так как все это будет в движении и всего несколько кадров. Будет не сильно заметно, но и совсем уж неаккуратно обрисовывать эту маску тоже нельзя.
Потому что если будет неаккуратно обрисовано, это уже будет бросаться в глаза. Если будут всякие мелкие косяки, это будет не так заметно. И теперь давайте выделим этот слой, откроем маску и будем анимировать Mask Pass. Переходим на следующий кадр и передвигаем все точки и так далее. Вот до конца, то есть до 1 секунды и 5 кадра. И даже еще раньше можно закончить, потому что тут уже мяч перекрывает все, и поэтому здесь обрисовывать не надо. Примерно вот до этого момента. 1 секунда и 3 кадр. До сюда обрисуем. Теперь давайте включим этот слой и посмотрим, что вышло. Сменим режим наложения маски на Subtract. И посмотрим результат теперь. Давайте расположим этот слой вот здесь, под слоем с мячом. И давайте немного размоем края этой маски. Сделаем примерно 5 размытия. И теперь на этом дыме нужно нарисовать маску в еще одном моменте, а именно вот здесь, в момент взрыва. Давайте снова выделим этот слой и отключим его видимость. И начнем рисовать новую маску. И эту маску мы тоже заанимируем, начиная вот с этого момента. Теперь давайте включим видимость этого слоя. И у этой маски тоже выберем режим наложения Subtract. И размоем границы тоже на 5 примерно. И теперь у нас появилась проблема, маска видна это в самом начале, поэтому давайте заанимируем ее таким образом, чтобы она была спрятана до нужного момента. Посмотрим теперь. При помощи Artifacts Generator можно создать еще много подобных видео.
Тут есть эффекты для самых различных ситуаций. А самое главное, вы это очень легко можете добавить в ваш проект. А также каждый эффект имеет множество настроек для кастомизации. И на этом у меня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. До встречи в следующих видео. Wow, that looks awesome.